Доброденежкиного доброго дня вам, дамы и господа. Меня зовут Вадим Топоренок. Привет вам из Первопрестольной. Сегодняшнее видео будет о том, какой гранит науки лучше всего погрызть, чтобы осталось приятное послевкусие, а не посляжопие, да? Как получать информацию, как ее формировать, как ею пользоваться, как закреплять результат. В общем, сегодня мы поговорим о том, как находить информацию и как с ней работать. Готовы? Погнали! Итак, основные принципы при подготовке информации. Во-первых, ее нужно добыть. Благо сейчас источников полно, начиная от YouTube, заканчивая даже написанными книжками. Эту информацию нужно сгруппировать по похожим элементам, по похожим схемам и так далее. Следующим этапом вы должны все эти знания проверить, то есть на зубочек, да, тот самый кусочек гранита. Вы все пробуете, вы все пробуете, то есть не исключая даже самых говёных результатов. Зачем? Скажете потом спасибо. После того, как вы все попробовали и зафиксировали результат, нашли общую схему и у вас все стало получаться, я вас поздравляю, вы почти поняли, как работать с информацией. Итак, какие могут быть знания? Знания могут быть добыты двумя способами. Это информация чужая и информация ваша. Дело в том, что вашей информации пока нет, и ваша информация получится только в результате непонятных сумасшедших действий, и на данном этапе она нам не нужна. Поэтому мы стремимся к первоисточникам, находим везде, где только можно, собираем, коллекционируем, и в дальнейшем мы уже подключаем свой опыт. Итак, зачем же формировать знания? Все предельно просто. Очень важно, чтобы гармоничное сочетание вещей не мешало вам думать, анализировать, выбирать нужную информацию и спокойно выполнять действия. К примеру, вы должны выучить какое-то движение, и вам нужно сфокусироваться на информации. Очень важно откинуть все непонятные истории о том, как это движение кому-то покалечило жизнь или какой-то крутой чувак делает это движение нереально круто. Нужно избавиться от всего этого дерьма и оставить эти сказки на потом, на истории возле костра, шашлыков и так далее. Только хардкор, только качественно выполненное движение, информация, касаемая этого движения. Как только вы научитесь фокусироваться непосредственно на нужной информации, успех пойдет в двоекратном объеме. Основные моменты, которые мы с вами переберем при подготовке бойцов к делу. Первое, с чего мы начнем, это ваше тело. Ведь дело в том, что без должного инструмента мы не получим никакой результат. Это будет равносильно тому, как я пластмассовыми ножами буду пилить бревно. Не получится. Я пытался. Последующим моментом после подготовки тела мы будем с вами изучать технику, то есть те знания, которые пришли к нам извне, которые дают нам понятие о том, что такое определенный танец, определенное движение, в общем, самая основа основ, то есть база. После базы мы с вами начнем уже потихоньку играться, да, с ней, то есть небольшой апгрейд. После апгрейда мы с вами наконец-то начнем работать с уже вашим интеллектом, да, то есть за счет несложных манипуляций мы будем базу эту видоизменять. Ну и после этого, понятное дело, вы уже будете сами понимать, над чем вам работать, и я думаю, к этому моменту вы уже будете меня прекрасно понимать, несмотря на мой ирландский акцент, на мой ирландский скороговорочный акцент. Конечно же, многих из вас интересует, как долго вам придется все это учить. Но здесь все очень просто. Объем времени, потраченный на вас, равен пропорционально вашему интересу и вовлечению в процесс. То есть, другими словами, чем больше вы отрабатываете осознанно всю информацию, тем быстрее идет ваш процесс. Способ фиксирования результатов исключительно физический. То есть, другими словами, если мы изучаем физическую матчасть, да, где нужно что-то делать своими ручками и ножками, то и результат фиксируется за счет подходов и потраченного времени на эти упражнения. По-русски это значит, что чем больше ты с этим возишься, тем лучше оно будет в дальнейшем получаться.
Я очень рад, что вы остались со мной до конца этого видео. Я надеюсь, вам будет интересно то, что я буду выкладывать для вас, собирать всю информацию из своей головы и делиться с вами. Я надеюсь, она вам пригодится в любом случае, потому что это как минимум 15 лет каждодневного заседания в зале, а это большой-большой объем интересной информации. Я надеюсь, что вы будете подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, да, писать темы ВКонтакте, что вам интересно, что неинтересно, что хотел бы повнимательнее слышать. В общем, постарайтесь полностью принимать участие в формировании знаний для вас, для будущих поколений, потому что это важно в мире скоростного изучения, да, потому что нужно не потерять ни одну деталь. Я постараюсь, конечно же, донести до вас все интересное. Кстати, если вам интересно, я написал книгу, по-моему, год назад, да, собрал всю информацию на случай амнезии, если я вдруг все забуду. Она в свободном доступе в интернете, вы можете ее скачать по ссылочке под видео, да. В общем, читайте, если будут вопросы, задавайте, и, конечно же, мы все это будем снимать на видео. Будет еще много дополнений интересного. Если я к тому времени продам свои барабаны, я вам еще буду объяснять все с музыкой. Но это лишь тогда, когда я найду зал, и, собственно, мы к этому идем. Итак, у нас впереди большое приключение, настраивайтесь, не обращайте внимания, что мы находимся не в зале, это все поначалу может быть доступно даже у вас в комнате, собственно, чем я сейчас тут и занимаюсь. Итак, хорошего вам дня, бодрого здоровичка, здравого бодрячка и, в общем, не писайте на ковер.